Всем привет, с вами я Ника и канал In My Room. И я, Дима Березин. Сегодня мы находимся в городе Санкт-Петербург в первый раз всей съемочной группы команды In My Room. И сегодня мы совершим невероятную прогулку и путешествие по одному из самых известных районов этого города – Литейному округу. Посмотрим несколько ключевых точек района, несколько доходных домов, а в одном из них даже попадем в квартиру. Будет рум-тур. Наши консультанты помогут спланировать кухню совершенно бесплатно. Покупайте модульные кухни Хофф со скидками до 40%. Хофф – дом – это личное. Получите скидку по промокоду на все категории товаров. Дим, расскажи, что мы сегодня здесь увидим, вообще, что мы сегодня здесь делаем, почему этот район? Вы находитесь в Литейном районе, или мы его называем Литейный округ, также известный как Кайфажорский округ, потому что здесь очень классно живется, здесь ресторанчики, тихо, красиво, много зелени. В чем прелесть района? Он довольно старый, то есть он еще был основан в годы Петра, больше 300 лет назад. Это первый район с регулярной планировкой. Вот там, где будут проходить улицы Кирочная, Чайковского и так далее. Что значит регулярная? Регулярно это значит, что он изначально разбит кварталом на параллельно идущие друг другу улицы и удобные проспекты. Вот. Это одна из самых красивых его частей, потому что мы находимся как бы сейчас на точке от церкви до церкви. Там храм Святого Пантелеймона, покровителя армии и флота, и вот он 300-летний. А это церковь Преображенского полка, она 200-летняя, ну чуть-чуть помоложе. Прелесть района в том, что здесь всегда было довольно много военных, что в Российской империи было, скажем так, престижно, то есть местные жители чувствовали себя безопасно, и поэтому здесь жили военные, промышленники, банкиры, министры, ну, в общем, весь белый свет. Пойдем к первому нашему объекту, как раз-таки это собор, да, это церковь, храм, как правильно? Или все правильно? Вообще Преображенский собор, можно так сказать, но если вы скажете храм, то никто не обидится. Приложите ручку к истории. Это пушки, да. Это трофейные бронзовые пушки. Они настоящие? Они настоящие, они турецкие. Вот на каждой есть сверху клеймо. Турецкое. Сколько лет они здесь эпохи стоят? Султана Мухаммеда II. Ну, 200 лет получается. Вот даты. 28-29 годы. Это и годы строительства храма, и вместе с этим годы очередной русско-турецкой войны. Дим, а что здесь за следы? Неужели это следы от пуль? Ну, не от пуль, но от осколков снарядов, да. Я вас поэтому сюда привел, потому что, смотри, вот здесь есть выше такой вот шершавый, ну и ниже, соответственно, тоже прям вот грубый. А вот здесь он лишь гладкий, прям если пальцем провести. Получается, что когда этот осколок пролетел, пушка была накалена до предела. Это пушки сняты из турецких крепостей, и изначально их привезли в Петербург, ну, просто похвастаться. Как бы это трофейные, по сути. То есть их сами не использовали наши. И там было порядка 400 стволов. Вот. И архитектор собора, который как раз закончил строить здание само по себе, начал думать, что делать сейчас с оградой. И он увидел эти пушки. И ему пришло в голову, что это, в общем, отличный стройматериал для ограды, потому что это полковой храм, в первую очередь. Он посвящен Преображенскому полку, а это главный полк российской армии по сей день. И он решил их так выставить, символично заткнул им дуло, сковал их цепями и вот придавил нашим гербовым орлом Российской империи. И в таком виде они стояли, ну, почти все 200 лет, не считая советского периода, когда орлов снимали. А кто был архитектором? Его зовут Василий Стасов. На удивление, русский архитектор для начала 19 века Петербурга, когда все еще было много иностранцев. Так что он, по сути, поступил очень по-современному, он как бы им дал вторую жизнь. Ну так, могли бы выбесить просто, ну, выбросить, выкинуть там, или в море утопить, как часто делают с ржавевшим. Это же не всегда пушки, которые оставались боевыми. Это зачастую пушки, которые уже были отстреляны. Есть такое понятие живучесть ствола, то есть сколько можно выстрелов вообще сделать из одной пушки, пока она там не треснет внутри, например. Так что очень экологично. Они как бы памятник и за сроком давности 200 лет, и памятник победам Преображенского полка. И этот храм, он своего рода сердце района. Ну, то есть ты когда здесь оказываешься, ты в любом случае вот хотя бы несколько раз здесь пройдешь туда-сюда, и обязательно все выйдут на вот эту линию между Преображенским и Пантелеймоновским. Это единственная такая улица от церкви до церкви в нашем-то очень интеллигентном атеистичном городе. Дим, расскажи, где мы сейчас находимся, что это за место и почему мы здесь? Мы находимся между улицами Кирочная и Фурштадтская, и Кирочная названа как раз по этому зданию. Как ты думаешь, вот что она тебе напоминает? Ну, честно говоря, похоже на вход в метро. Часто москвичи так говорят, но это храм, это лютеранская кирхе, и именно из-за этой кирхи улица названа Кирочная. Вот.
Она стоит здесь еще с эпохи Екатерины II. Это один из древнейших лютеранских храмов, и он действующий. А сколько ему лет? Ну вот, с Екатерины II, посчитай, сколько у нас, 250-270 лет примерно. Почти 300. Почти. Зайдем вовнутрь? Пойдем. Расскажи про это место. Какая у него история? Это лютеранская церковь эпохи 18 века, построена для местных немцев. Поэтому Анненкирхе, церковь Святой Анны. И она была довольно красивой лютеранской церковью вплоть до 1933 года. Потому что в 1933 году Анненкирхе была закрыта и превращена в кинотеатр. Угу. Как это часто было в этих годах. Бывало в церквях кинотеатрах? Я была в церкви, которая раньше использовалась как место, где проводились уроки труда для школы. Ну вот у нас есть церковь на Невском немецкая, которая была бассейном при Хрущеве. Была церковь, которую заливали как ледовый каток. Вот Анненкирхе стала кинотеатром «Спартак». Знаешь, что «Спартак»? Почему? Потому что немецкая коммунистическая партия называлась «Спартаковцы», часть «Спартака». Поэтому кинотеатр в немецкой церкви стал «Спартаком». Это был единственный кинотеатр Ленинграда, где показывали фильмы зарубежные. Вот. Бродский сюда бегал, например, который жил рядом с Преображенским храмом, бегал сюда на Тарзана, многосерийный фильм. Говорил, что для него он сделал больше, чем 20-й съезд КПСС. Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад. В Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главное брюнет, там две картины, очередь на обе. И лишнего билета нет. Так, а что происходит теперь здесь? Почему она такого интересного вида? И действующий ли это храм? После эпохи кинотеатра в 90-м году она превратилась в клуб, который также назывался «Спартак». Вот эта лестница вообще, она появилась вот именно в эпоху кинотеатра. То есть ее уже пристроили, и этот объем тоже. Вот, соответственно, здесь было бистро с игровыми автоматами и мороженым в стаканчиках. И вот лютеранам позволили вернуться именно в эту часть, где было советское бистро. А основной зал большой, его кто-то арендовал под клуб «Спартак». Там проходили концерты. Король и Шут, Ленинград, молодые. Все еще вот тогда, в начале 90-х, в храме. выступали здесь, в бывшем храме, в бывшем кинотеатре, на тот момент клубе. Поэтому он есть в фильме «Брат» еще, когда Данила идет покупать диск Наутилуса, подвальчик, вот, магазин «Рок-Островок», который существует по сей день. Лёшка, у вас крылья Наутилус есть? И 10 лет это был еще и клуб, то есть это уже вот третья функция места. А потом суд городской обязал все вернуть лютеранам, и в 2002 году, через 2 месяца после судебного решения, здесь произошел пожар, который уничтожил всю отделку, остававшуюся с советских лет, крышу полностью, и потом еще 10 лет храм был заброшен. У него не было крыши, он просто стоял под открытым небом, вот в нем там прорастали уже кусты всякие, вот это все стояло такое обгоревшее, обшарпанное, все в пепле и в дожде. И только к 2013 году город сделал стены и сказал лютеранам: держите. Но тут не было ни электричества, ни отопления, по-моему, даже не было, канализации не было нормально. Ну, в общем, ничего, то есть просто стены сдали и все, и сказали, что вот ремонт храма готов. И тогда лютеранская община местная начала заниматься возрождением, ну, то есть собирать деньги худо-бедно, чтобы для начала сделать самые базовые нужды, как электричество, как раз и все остальное. Они начали проводить здесь мероприятия. Там, театр, музыка, классические концерты, Тесла-шоу с электричеством здесь было. И это в целом никак не идет вразрез с лютеранскими убеждениями. Ну, вот. У нас такая ситуация. Нам отдали храм, а в нем еще практически ничего нет, его еще восстанавливать. Надо где-то взять деньги. Никто просто так их не отдаст, поэтому вот мы зарабатываем деньги через мероприятия и, соответственно, возрождаем храм потихоньку. А расскажи, что здесь осталось еще, может быть, возможно, со времен Екатерины? Может быть, что-то уцелело после пожара? Да, лестница осталась. Вот эта лестница, она советская, деревянная, а есть лестница ее родная, которую делал еще архитектор Юрий Фельтон. Он же автор Малого Эрмитажа первого, и он же строил этот храм. Эта лестница, она сохранилась. Вот, сохранились из дореволюционных деталей, там напольная плитка, например, опять же на той же лестнице.
Вот. А так, общие формы, задумка, колонны отчасти. То есть они здесь есть как несущие, плотные из кирпича, так и колонны просто сделанные как декоративные. Ну, пилястры вот там по углам, например, они располагаются. Они тоже остались родные. Насколько я знаю, вскоре ее будут реставрировать. Есть Ее уже закроют проект. в следующем году. Ваш главный архитектор, Да, московский. любимый наш Сергей Кузнецов, обратил на нее внимание и придумал проект. И он хочет сделать треугольную крышу в главном зале, ну, как в лютеранских соборах. Орган поставить. Вот. Ну, правда, единственное, что он хочет как будто бы лестницу эту выкрасить ярко-белым лаком, а люди как раз-таки любят вот именно обшарпанность этих интерьеров. Это одна из главных вещей, которая начала сюда людей притягивать, когда только кирха открылась. То есть вот эти стены видели еще живого горшка. Эти стены видели еще живого Карла Фаберже. Вот мы находимся, видимо, в главном зале храма, то есть здесь проводились концерты как раз. И кинопоказы. Здесь, как в типичном доме культуры, красные сиденья такие в рядок, белые стены, белые колонны. И вот там, где когда-то была алтарная ниша, видишь, там дерево обгоревшее, это киноэкран, остатки. Тот самый советский экран, на котором тут все и показывали. В общем, Алленкирхе сегодня отличает такой подход, что вот, допустим, ну им нужно, опять же, деньги собирать на реставрацию. Вот они делают выставки, которые идут там по полгода, потом будет другая выставка. И они берут, не коверкая библейскую историю, например, вот «Всемирный потоп», и начинают его посюжетно раскрывать в каждой из своих локаций. Так что в целом, с точки зрения подхода к обустройству выставки современного искусства, это одна из самых крутых локаций Питера вообще. И поэтому зачастую многие люди ошибочно воспринимают, что ну это не храм, это что-то вот такое вот contemporary, все дела. Но на самом деле это никак не идет вообще в разницу, потому что если эта выставка привлечет сюда, там 1000 человек придет, 10 из них заинтересуются верой и лютеранством, потом станут членами прихода, и все. Они выполняют свою функцию напрямую. И это сделано очень интересно и интерактивно, потому что... И без искажения смысла, что очень важно, когда речь идет о религии. Пойдем в подвал? Пойдем. Давай. Религия и ад. 30-е годы. Береги ребят. Прям ощущается холод, сырость. Да, поэтому люди обычно побыстрее хотят отсюда уйти. Но еще одна деталь Алленкирхе в том, что, в отличие от многих наших мест, не только храмов, которые затронул период репрессий, Алленкирхе не забывает о нем и отражает его вот в такой выставке в своем подвале, где было, по-моему, в советские годы бомбоубежище. Ну, просто подвал, по сути, использовали как бомбоубежище. Вот. И здесь та часть, как бы символичная, да, под землей условно, о которой не очень часто вспоминают, не принято там о них говорить, вот, посвященная как раз истории противостояния религии, на которую начали давить. Неважно, опять же, православная, католическая, лютеранская и так далее. Вот, и вот замечательный экземпляр распечаток советской газеты «Безбожник». Вот это самая здесь, наверное, проникновенная вещь. Уже серьезно. Там вот если в темноте встать в коридоре, где мы проходили, ты видишь там огоньки и портреты людей, в том числе прихожан этой церкви, настоятелей, и слышишь, как печатная машинка отбивает их фамилии по приказу. Туда раньше лазали всякие диггеры, пытались прорыться по фундаменту дальше, находили там какие-то медные крестики, ложечки. Вот. Ну, потом все это закрыли на всякий случай, чтобы никто там не застрял. А то наш русский человек, он всегда себе приключения найдет. Точно. Вот так. Итак, мы дошли наконец-то до жилых домов. Это уже ближе к нашему профилю. Расскажи про первый дом, у которого мы находимся. Это Кирочная, 22. Это дом человека, которого звали в Питере Русский Форд. Вообще в Российской империи. Почему? Потому что на его заводах, которые он возглавлял, производились дизельные двигатели, например, для первого танкера нефтяного в Российской империи, для семьи Нобель, для железных дорог, для поездов, пароходов. В общем, это концерн, назывался Сормово, под Нижним Новгородом.
Ну и вот Алексей Мещерский, такое имя, Алексей Мещерский, он его возглавлял. И к 910 году наши подумали, а что он такой у нас гений, тухнет там где-то под Нижним. Позвали его в Питер, вот он приехал, решил построить себе доходный дом. Построил доходный дом на стыке неоклассицизма и модерна, по внешнему виду, заметно, я думаю. Такой гранит здесь, потом плиточка, хоть она грязная, но он очень красивый на самом деле. Вот символы вышли из горных инженеров, которые ты за масонские принимаешь. Да, но мы с тобой сейчас спорили за кадром, что, возможно, это все-таки это один из самых популярных масонских символов, на самом деле, вольных каменщиков. Ну просто каменщики были до того, как появились масоны, поэтому я так говорю. Видишь, у нас, вот он заканчивал горный институт в Питере, хотя он из Москвы сюда приехал. И на горном институте тоже есть лучезарная дельта с лучами расходящимися. Может быть, он был масоном, и тут как бы все связано. Но тут также есть еще и другие символы на фасаде, да? Которые больше к какой-то античности нас относят. Ну, на то он и неоклассицизм. Да. Тут надо внутри еще смотреть. У тебя есть ключи? У меня есть ключи, да. А какого года этот дом? Расскажи За 5 вообще. лет до революции. Ну то есть до революции он немного прожил. А кто архитектор? Архитектор Ипполит Претро. Такой кессонированный красивый потолок. Санир. Ну это же кессоны. Да, правильно, просто редко кто говорит так. Хорошо звучит. Ну, в общем, да, такая прям римская эстетика у нее здесь получилась. Пилястры в искусственном мраморе, 6 слоев краски. Лестница мраморная, которую мы когда-то с коллегами отмывали вот от такого же слоя жира и копоти. Но все равно, если за ней постоянно не ухаживать, так происходит. Самое классное, что здесь есть с точки зрения дизайна, вот точно, что оценит ваша аудитория, это деревянные балясины. Здесь все 6 этажей вверх, у него идут дубовые балясины, сохранившиеся с перилами. И для города, который пережил блокадный период, это особенно ценно. Очень это прям красиво. вау. Ну, то есть обычное дерево, оно только в особняках у нас осталось на лестницах. Я назову, наверное, там еще дома, 3-4, где что-то похожее есть. И то они будут не такие массивные, а куда более скромненькие. А тут прям уровень. Не все, конечно, не все, но большая часть. Угу. А как-то ухаживают, интересно, за этим? Местные жители или город? Ну, вообще, протирать от пыли неплохо было. А так? А витражи тоже сохранились? Ну, видишь, как сохранились. Ну, За ними еще одно стекло простое уже, оно там в краске, поэтому пока его не разберешь полностью, то все равно это выглядит так все, серединку на половинку. Ну да, здорово, что у человека, который мог в целом себе и здесь особняк построить, и не думать про доходность дома в целом, построил доходный дом в таком стиле с такими лаконичными витражами, ну то есть не барокко, Мгм. величие, Ну, это больше к как говорил модерну. один известный человек. Скажи, а насколько я знаю, он же жил здесь сам, в этом доходном доме, со своей семьей. Вот за этой дверью жил он с женой, там на первом этаже у лифта жили дочери Нина и Наталья. Квартира сейчас кому-то принадлежит. Насколько я знаю, дверь была абсолютно другая. Ну, похожий здесь дизайн, но это просто владелец сделал, пытаясь повторить старый, но вышло чуть более топорно, видно, что она современная. Ну, даже не только из-за латуни, а вообще из-за формы. Вот. Выше там еще на 3-м и на 4-м по одной квартире, потом 4 поменьше. 8 квартир, наверное, парадная лестница получается. Всего. А парадная здесь одна. Ну вот, центральный корпус одна, потом во дворе второй корпус, там уже квартир чуть больше, он 5-этажный. Потом еще один 4, то есть они вот так вот. А это позже были достроены корпуса? Не, почему? Все сразу. Всё сразу. Все сразу. А правда, что квартира у него была 500 квадратных метров? Ну, 400 с чем-то там, да, есть. Ничего себе. Ну, это не так, не самое крупное, даже далеко в Петербурге. Скажи, тут еще, насколько я знаю, проводились какие-то литературные вечера, были какие-то известные люди, находились в этой квартире, и, по-моему, даже жил в этом доме кто-то из известных людей. Нет, кроме Мещерского самого я бы здесь не назвал никого суперизвестного. Ну, может, так он занимался чем-то таким для развлечения. Но ему некогда, если честно, потому что, как пример, в мемуарах его дочки Нины встречается запись о том, что за ней ухаживал Прокофьев. Угу. Когда Мещерский узнал об этом, он сказал, зачем мне такое не исчезать. И все, я оборвал на свидание. Швейцар запер ее в эркере, этой квартиры, и все, никуда она не пошла к нему. А Прокофьев ей предлагал прям сбежать, тайно обвенчаться. Поэтому Мещерский как интеллигент не так был, я думаю, настроен, ну, не очень серьезно. Ну, кстати, я знаю, что его дочь Нина, она из окон этой квартиры наблюдала за революцией, за обеими революциями. Написала об этом. Наблюдала, да, было дело. Так выглядел дизайн оригинальный. Причем, видишь, здесь насколько маленькие детали, что даже сверху вот кто-то оттуда упал, или они уже отвалились. То есть дверь не сразу так цельно выточена, а состояла из нескольких деталей, которые приклеивали друг к другу в том числе.
Ну, ты знаешь, получается, да, что Мещерский жил в Москве потом? Да, он ушел от своей жены. Ну, не ушел. Он, я думаю, вполне себе с ней расстался в хороших По-любому, отношениях. Просто сказал, что вот вам остается доходный дом гигантский, Неплохо. а я уезжаю, соответственно, со своей новой женщиной в Москву. Петербуржцы часто так делают. Вот, и поселился в особняке Листа, да, на Глазовском. На Глазовском. Глазовском 8, по-моему, да, там такая красивая мозаика, раки, еще водоросли всякие плавают, ну вот. Тоже дом. И такой там он стильный, провел модерн. где-то полгода, получается. Вот. А потом уже, да, за ним пришли и сказали, что все, Алексей Павлович, не будете вы управляющим своих заводов, больше будете в бутырке сидеть и ждать, что с вами произойдет. Расскажи, почему мы поднялись на самый высокий этаж? Самые большие окна обычно сверху красивые. Ну и вообще, видишь, у него двор довольно узкий, зато нету подоконников, то есть окна в пол сразу идут. Так опасно. У нас осталась последняя локация. Это дом Бака, известнейший. Расскажи про его историю. С чего тут нужно начать? Это 905 год. Это дом инженера-путейщика, который провладел им всего 3 года. Что здесь интересного ты нам показываешь? Интересного. Двор, Пойдем? квартирку, много чего. Пойдем. Это очень необычный двор, на самом деле, для Петербурга. Обычно мы Это не только для Петербурга, это вообще единственный такой дом в Европе, где есть 2 переходных галереи вот такого масштаба на 2-м и на 5-х этажах. И можно было зайти с Кирочной, вот там парадная лестница в 1-м корпусе, потом через галерею уже в квартирах, которые во дворе. Что мы еще здесь услышим от тебя про этот дом? Здесь ничего, надо в квартиру идти. Уже? Да, И в Пойдем. парадную? пойдем. Не, парадная у него с улицы же только находится. Вот мы и пришли в квартиру. Начнем рум-тур, для нас привычный. Расскажи, где мы находимся. Вы находитесь в квартире, которая фактически в мансарде, под самой крышей. Раньше это была коммунальная квартира. И вот эта ее часть принадлежала советскому художнику Авениру Пархоменко, который писал портреты там Маркса, Энгельса и прочих. Вот. А сейчас это уже отделенная фактически от коммуналки отдельная квартира, которая сдается в аренду. Посуточную, кстати, можно в ней Пожить. кому интересно. На самом деле, я знаю про эту квартиру достаточно много, потому что хозяйка этой квартиры, Виктория, любезно предоставила нам ее для съемок и очень много что о ней рассказала, поэтому сейчас начнем по ней небольшой рум-тур. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. На самом деле, изначально это была комната в большой коммунальной квартире. Коммунальная квартира, часть ее, точнее, до сих пор имеется, а эта комната теперь принадлежит, как я уже говорила, Виктории, которая на самом деле была поклонницей дома Бака и долгое время искала здесь квартиру, но в итоге нашла комнату, которую сделала как отдельную квартиру, которую можно сейчас снять в посуточную аренду, и сделала здесь ремонт, но кое-что оставила как было. На самом деле здесь жили и трудились 2 художника. До революции здесь писал свои портреты известный художник Николас Беккер. В советское время, как говорил Дима, здесь жил и работал Авенир Пархоменко, известный советский художник. На самом деле у его потомков и выкупили квартиру нынешние владельцы. Самая большая сложность здесь во время ремонта, как вы могли догадаться, это высота потолков. Она здесь достигает 5 метров, а в коньке вообще 7,5 метров. На самом деле на этом сложности не закончились, потому что очень сильно в свое время здесь текла крыша, и вся штукатурка, откосы и лепные карнизы около окна были полностью разрушены. Для того, чтобы их восстановить, пришлось здесь устанавливать леса. Также здесь для хозяев было очень важно оставить исторический паркет. То, что мы сейчас видим, это советский щитовой паркет, и он лежит поверх того самого дореволюционного дубового паркета. На самом деле здесь была сложность в том, что мало кто хотел его реставрировать, а многие отказывались, поэтому они приняли решение просто его отциклевать и сверху покрыть лаком. На самом деле он в очень хорошем состоянии. Диваны, кресла здесь также старинные. Они достались еще от самых первых владельцев со времен Беккера. Предполагается, что они здесь стоят. И нынешние хозяева отдали их на реставрацию, потому что они были в удручающем состоянии. Здесь должны были быть у львов головы, но, как говорят прежние хозяева, их не было уже при них.
Обивка здесь не оригинальная, она достаточно яркая, цветастая. Это гобелен. В оригинале же здесь была темно-красная кожа. А этот огромный мольберт на самом деле принадлежал художнику Авениру Пархоменко. Он как раз для больших картин, какими художник и был известен. На мольберте расположен эскиз к портрету советского актера Лаврова, который сделан рукой самого Пархоменко. Этот эскиз написан в 1981 году. Также здесь есть автопортрет, который написан тоже самим Авениром Пархоменко. Это вот этот вот автопортрет в этой нише. Кстати говоря, все наличники этих ниш, а также вот эти вот двери, за которыми скрывается небольшое место для хранения, остались здесь до революционного времени. Их немножечко подлатали и закрасили краской в цвет стен. На самом деле это пространство в целом очень необычное, потому что здесь располагается и спальное место на 1,60 м. Оно очень удобное и стоит на таком подиуме. То есть ты, когда просыпаешься, сразу смотришь, какая погода в Санкт-Петербурге. Например, сегодня нам повезло, и такой классный солнечный жаркий день, и поэтому эта квартира озарена солнечным светом. По отделке стены здесь выкрашены в два цвета. Это серый и белый. А вот эта вот ниша сделана в венецианской штукатурке и сверху покрыта чем-то таким типа лака. Очень интересное решение. Световой фонарь. Это вот будем называть большое мансардное окно, которое вы видите, так принято называть его в таких строениях, был зашит раньше фанерой, но нынешние хозяева решили восстановить исторический облик этой комнаты, поэтому им пришлось ждать хорошей погоды, чтобы его застеклить. Поскольку это, можно сказать, студия, общее пространство, перед дизайнерами, которые работали над этой квартирой, стояла задача, как отделить спальную зону от жилой. Поэтому было принято решение сделать вот такой вот подиум, который как раз-таки делит это пространство на две части. Ну а мы с вами идем на кухню. На кухне здесь выложена плитка, которая напоминает как раз дореволюционный метлах. Именно такое решение предложили также дизайнеры. Кухня сделана в белом цвете, чтобы не утяжелять пространство, а на столешнице лежит настоящий мрамор, который также лежит еще и на подоконнике. Этот мрамор хозяевам подарили друзья. Санузел находится в бывшей кладовке, но что самое интересное, здесь дверь, которая осталась со времен постройки дома. Хозяйка Виктория не хотела ее менять. Здесь то же самое стекло, которое помнят еще времена до революции, а также оригинальная латунная ручка. Душевая же находится здесь, и она была отделена от общей зоны, и здесь была выстроена стена. Что интересно, дверь нашли похожую тех же времен, но уже в интернете. Вот и подошел наш выпуск к концу. Надеюсь, вам понравился наш новый формат исторических прогулок. Обязательно пишите в комментарии, что понравилось, что не понравилось, чего было много, мало. Вот, я думаю, что мне самому очень понравился этот опыт. Возможно, еще приму участие. Но в любом случае, смотрите видосы In My Room, они крутые. Пока. Спасибо вам за просмотр.